Гепард, зорко следивший за горизонтом, заметил мирно пасущуюся одинокую антилопу. Инстинкты гепарда сработали, и он начал выслеживать свою добычу, прячась в высокой золотистой траве, которая мягко колыхалась на теплом ветру. Антилопа, пребывая в блаженном неведении об опасности, продолжала щипать траву, подбираясь все ближе к месту, где прятался хищник. Сердце гепарда бешено колотилось, когда он внимательно наблюдал за антилопой, выжидая удобного момента для нападения. Когда антилопа приблизилась, ее неосторожные движения значительно облегчили задачу хищника. В тот момент, когда антилопа приблизилась на расстояние удара, гепард начал действовать. Он рванулся вперед с плавной грацией опытного охотника. Его мощные мускулы перекатывались под гладкой шерстью. Гепард выскочил из высокой травы со скоростью молнии и, едва касаясь лапами земли, устремился к своей добыче. Антилопа, осознав опасность, развернулась и галопом понеслась прочь. Ее копыта грохотали по саване, но было уже слишком поздно. Гепард неустанно преследовал ее. Хищник приближался, расстояние между ними сокращалось с каждым мощным шагом. В последнем прыжке гепард взмыл в воздух, его мощное тело приготовилось со смертельной точностью вцепиться в шею антилопы. Хищник был уже почти в пределах досягаемости. Его острые когти вытянулись вперед. Но тут произошло нечто неожиданное. Когда он совершал последний прыжок, его лапа наткнулась на что-то сильное и неподатливое. Движение гепарда внезапно прекратилось, и он упал вперед, врезавшись в грязь. Острая, мучительная боль пронзила ее ногу, и животное застыло в шоке. Антилопа, воспользовавшись случаем, бросилась прочь, отчаянно пытаясь скрыться от преследователя. Гепард, все еще оглушенный и сопротивляющийся, попытался подняться, но быстро понял, что его нога попала в ловушку. Что-то металлическое крепко сжимало его лапу. Его некогда неудержимый порыв резко прекратился. Тело гепарда извивалось в попытке освободиться из стального капкана. Но каждое движение только усиливало боль. Он был беспомощен. Капкан поймал хищника в самый уязвимый момент, и теперь тот находился во власти сил, которые были ему неподвластны. Дыхание гепарда стало поверхностным и судорожным, когда он боролся с болью. Несмотря на страх и панику, бушевавшие в его жилах, животное отказывалось сдаваться. Оно продолжало дергать ловушку изо всех сил, царапая металл острыми когтями, но цепь держалась крепко. Зубы зверя неприятно скользили по горячему металлу, когда он пытался прогрызть себе путь к свободе. Его отчаянные движения становились все медленнее и слабее по мере того, как усталость брала верх. В этой мучительной битве за выживание прошли часы, и к тому времени, когда силы гепарда иссякли, он лежал поверженный на сухой земле, мертвый, а его тело было открыто резким солнечным лучам. Ни еды, ни воды, ни шанса на спасение. Это было медленное и мучительное испытание, которое, казалось, тянулось бесконечно. Тем временем над головой начали кружить стервятники, их темные силуэты зловеще скользили по небу, привлеченные запахом потенциального угощения. Сила гепарда угасала, его тело стало уязвимым для непогоды. Воздух был насыщен предчувствием смерти. Но как только стервятники начали набираться смелости, тишину саванны нарушил неожиданный звук — громкий механический грохот, прорезавший тишину. К месту происшествия подъехал автомобиль, громкий и внушительный. Из него вышли несколько мужчин, которые выглядели несколько удивленными тем, что они обнаружили. Их глаза расширились от удивления, когда они увидели гепарда, попавшего в ловушку. Это была не та добыча, которую они ожидали, установленной. «Это должна была быть антилопа», — пробормотал один из мужчин. В его голосе послышались нотки разочарования. По крайней мере, мясо хоть чего-то стоило. Что нам с ним делать? Другой мужчина, более прагматичный,
задумчиво почесал подбородок. «Мы могли бы продать его», — предложил он. «Иностранцы всегда стремятся купить гепардов. Они стоят немалых денег». Его слова, казалось, вызвали согласие среди группы нелегальных охотников. Мужчины, теперь единодушные в своем решении, начали подходить к гепарду с осторожностью. Его дикие, полные страха глаза следили за каждым их движением, но измученное животное, попавшее в ловушку, мало что могло сделать, чтобы защитить себя. Гепард оставался неподвижным, его лапа была зажата в капкане, а люди приближались к нему, не подозревая о перенесенных им страданиях. Когда они приблизились, гепард, хотя и ослабевший, издал низкое предупреждающее рычание, что стало последним актом неповиновения. Но охотники только посмеивались, а их глаза горели жадным предвкушением. Они не собирались позволить гепарду сбежать. Судьба животного была решена. Это был ценный приз, который они намеревались заполучить любой ценой. Гепард, некогда быстрый и неудержимый хищник саванны, теперь находился во власти своих похитителей. Его судьба была неясна. Мужчины собрались вокруг, обсуждая свой следующий шаг, но гепард, хотя и был подавлен, все еще сохранял искру неповиновения в своих глазах. Борьба за выживание еще не закончилась. Животное, конечно, было ослаблено, но оно не собиралось отдавать свою жизнь на милость незнакомцев. Гепард, как обычно, замер, отмечая свою добычу, а затем агрессивно бросился вперед, вонзив зубы в бедро одного из нелегальных охотников. Мужчина закричал от боли, хищник перерезал артерию, и трава вокруг быстро окрасилась в красный цвет. Сообщники схватили нелегального охотника и быстро потащили его к автомобилю. Один из мужчин решил отомстить животному. Он сильно ударил зверя ногой по голове. Почему гепард замолчал? Затем они начали наносить удар за ударом по телу животного. Нелегальный охотник вытащил нож и ударил зверя в живот, намереваясь окончательно покончить с ним. Но его напарники закричали и оттащили его, отвлекая на себя внимание, помогая ему. Вдалеке закружилась пыль, когда кто-то взобрался на него верхом в том же направлении. Поэтому им нужно было быстро уходить. Более того, состояние раненого гепарда ухудшалось с каждой минутой. Он становился все слабее. Контрабандисты ушли как раз вовремя. Таинственные машины оказались транспортными средствами смотрителей парка. Они предстали перед их глазами в ужасающем виде. Гепард медленно умирал от полученных травм. Рейнджеры освободили его лапу из капкана и быстро перенесли животное в свой автомобиль. Они отказались от своих планов по поимке контрабандистов и вместо этого сосредоточили все усилия на спасении животного. Гепард отчаянно цеплялся за жизнь и был в сознании на протяжении всего путешествия. Чтобы не напугать животное и не спровоцировать его на нападение, рейнджеры накрыли голову хищника форменной курткой. Животное не видело, что происходит, и не могло укусить, но от боли и страха оно не избавилось, и силы его быстро иссякли. К тому времени, когда машина с ветеринаром остановилась у центра, животное было почти полностью без сознания. Гепард не помнил последующих событий. Все происходящее казалось бредом, голоса, казалось, доносились издалека, кто-то колол его ножом, а чужие руки переворачивали его тело. У животного больше не было сил реагировать. Когда гепард достаточно пришел в себя, он обнаружил, что стоит лицом к лицу с группой людей. Животное инстинктивно оскалило зубы и ударило когтистой лапой. Но на большее у него не хватило сил. А проявление агрессии этими людьми просто обрадовало животное. Они боялись, что животное умрет от тяжелых ран. К счастью, кость в его лапе чудесным образом осталась целой. Были повреждены только мягкие ткани, и они должны были полностью зажить примерно через 2 месяца. Удар по голове вызвал легкое сотрясение мозга. Инфекция. Самой опасной раной было ножевое ранение в живот. Ветеринары были удивлены, как нелегальные охотники не задели жизненно важные органы.
Однако это тоже могло стоить гепарду жизни. Животное оказалось самкой, и нож прошел в миллиметрах от ее репродуктивных органов. Врачи зашили раны, но опасались, что животное никогда не сможет выносить детенышей. Этот случай стал известен всему миру. Несколько столетий назад гепарды обитали по всей Африке и на обширной территории Азии. Позже люди вытеснили этих животных с их родных земель. Фермеры повсеместно истребляли хищников, чтобы защитить свой домашний скот. Нелегальные охотники убивали их из-за их красивых шкурок, которые использовались для изготовления шуб и модных сумок за рубежом. Отлавливали гепардов, особенно пожилых самок, для продажи европейцам в качестве экзотических домашних животных. Вскоре от мест обитания животного остались лишь незначительные островки. Сейчас гепарды находятся под угрозой исчезновения, и только тогда люди начали обращать на них внимание. Сегодня в разных уголках мира действуют природные заповедники, где животных разводят в искусственных условиях. Родившихся детенышей адаптировали к дикой природе и выпустили на волю. Каждая самка гепарда ценилась на вес золота, поэтому за тяжелобольным животным приезжала целая делегация. Здоровье животного вызывало беспокойство, поэтому люди решили оставить гепарда под присмотром. Хищника перевезли в один из центров по восстановлению популяции. Там ветеринары постоянно наблюдали за животным. Как только самка почувствовала себя лучше, ее перевезли в большой открытый вольер. За гепардом по кличке Мелани тщательно следили, но никто не осмеливался приблизиться. Во время поисков Мелани помнила о жестокости незаконных охотников, поэтому агрессивно реагировала на любого человека. Чтобы остановить прыжки гепарда, сотрудникам центра потребовалось 2 года на завершение проекта. Мелани назначили нового ветеринара. Он каждый день появлялся рядом с гепардом, подолгу наблюдая за животным. Постепенно хищница привыкла к человеку и терпела его присутствие в своем вольере. Правда, не слишком близко. Мало-помалу животное восстановило свои силы, и ее включили в состав группы. Программа восстановления популяции. Но животное не интересовалось добрыми намерениями людей. Вольеры рядом с животным были заполнены разными самцами, но Мелани не обращала на них внимания. Все надежды и усилия людей были напрасны. Отчаявшись, они предприняли последнюю попытку. Они связались с рейнджерами в Намибии, откуда она родом. Мелани родила и попросила о помощи. «Помогите». Они прислали самца по имени Боб. После того, как гепард акклиматизировался, его поместили в вольер рядом с самкой. И произошло чудо. Боб понравился Мелани с первого взгляда. Она потерлась о забор, разделяющий их вольеры, и не сводила глаз с новоприбывшего. Гепард ответил взаимностью. Когда разделение было устранено, животные радостно бросились навстречу друг другу. Такое поведение, необычное для ранее скептически настроенной Мелани, можно было объяснить только одним. Гепарды были знакомы друг с другом и раньше. Через несколько дней стало ясно, что самка беременна. Сотрудники центра были довольны, но ветеринар не разделял их энтузиазма. Он отчетливо помнил рану в животе, оставленную незаконными охотниками. Поэтому он очень беспокоился за Мелани. Хищница стала более раздражительной и однажды даже напала на сотрудницу, которая принесла ей еду. Мужчине пришлось бросить в зверя мясной фарш. Когда гепард начал обводить еду глазами, работник быстро выбежал из вольера. После этого никто не осмеливался навещать Мелани, и ветеринар проводил свои наблюдения исключительно снаружи. Живот гепарда рос с каждым днем. В конце 3-го месяца сотрудники соорудили большой деревянный ящик, набили его соломой и установили камеры по углам. Мелани нравилось темное закрытое убежище, поэтому она проводила там много времени. Первый детеныш появился ранним утром. Сотрудники центра внимательно наблюдали за происходящим, снимая происходящее на камеры, но не спешили вмешиваться.
Разъяренная мать могла убить любого, кто появился бы в этот момент. Детеныши появлялись медленно. Пятый был полностью истощен. Гепард тяжело рухнул на соломенный матрас. Детеныши тут же вслепую подползли поближе, чтобы поискать живот своей матери. Персонал вздохнул с облегчением. Самое опасное осталось позади. Камера показала, как 4 медвежат нашли Мелани, но пятый все еще не мог доползти до нее. Ветеринар вызвался осмотреть животных. Он прекрасно понимал, что рискует своей жизнью. Мужчина осторожно приблизился к укрытию гепарда. Мелани бросила на него взгляд, явно недовольный, но не показала зубов. Затем она сделала то, что поразило всех. Вниз. Самка отклонилась назад и повернулась так, чтобы ветеринар мог получить доступ к детенышам. Очевидно, она поняла.